Я хотел бы от истории перейти к сегодняшнему дню. Может, не надо? Но я думаю, это неизбежно. Политическая ситуация сложная, она быстро меняется, по крайней мере, за последний год. Экономический кризис тоже развивается своим чередом, медиарынок сжимается. Вот как себя чувствует «Эхо Москвы» в этих непростых условиях? Может быть, вы прокомментируете недавний акционерный конфликт, Михаил Лесин и так далее? «Эхо Москвы» себя чувствует неважно. Во-первых, по бизнесу. Рекламный рынок сократился на 37%. Первый квартал мы потеряли 29%. То есть не совсем так плохо, но как весь рынок, но тем не менее. Думаю, что этот год мы будем в дефиците. Это будет второй дефицитный год за 18 лет, пока я главный редактор. Первый был 9-й год, ну после 8-го. Соответственно, перед нами стоит вопрос, что делать. Это первая история. Вторая история, безусловно, связана с политической ситуацией, когда вновь принятые законы, за последний год было принято 67 законов и поправок, которые так или иначе регулируют распространение информации. Все 67 репрессивные. То есть нет ни одной поправки, которая расширяла бы, причем не для прессы, а для людей, расширяла бы возможность получать информацию. Все 67 поправок, они сужают информацию. Да? Соответственно, это ударяет по нам профессионально. Вот буквально вчера ночью я переписывался с главным редактором сайта. Ему написал и Роскомнадзор, и Генпрокуратура, потребовав убрать с сайта вот эту памятку туристам про Крым. Документ. Значит, понятно. Или грозился отключить сайт вообще. Но имея каждый день 800 тысяч уникальных пользователей и 4 миллиона кликов, в памятке, хорошо, была опубликована, вот есть такое общество защиты потребителей. В памятке было написано о том, что если вы купите в Крыму собственность, вы можете попасть под международные, неутвержденные, Северный Кипр, короче, да? Если вы поедете туда без украинского разрешения, вы можете на Украине быть задержаны и черную метку вам поставят в соответствии с законами Украины. Вы можете не получить шенгенскую визу, потому что бывает. То есть это памятка, да, она полезная в том смысле, если это правда, для граждан Российской Федерации. Кто автор памятки? Это сделало общество защиты потребителей, изучив законодательство Украины и директивы, принятые Брюсселем. Они на самом деле предупреждают. Они предупреждают граждан. Нет, можно говорить о том, что вот этот пункт правильный, вот этот пункт неправильный. Никто, по сути, эту памятку не разбирал. У нас был в эфире, конечно, человек, который представлял это общество, юристы. И у нас в эфире были люди, которые критиковали Росковид. Да, у нас было две точки зрения. Мы же не знаем, где правда. Журналисты не должны знать, где правда. Мы должны площадку организовать. Но публикация памятки – это предупреждение об угрозе. Значит, после этого Генпрокуратура возбудила уголовное дело по этому обществу, Роскомнадзор заблокировал их сайт и направил предписание всем, в соответствии с предписанием Генпрокуратуры, значит, если вы эту памятку не изымете, то тогда мы заблокируем ваш ресурс. Значит, я сказал своему главному редактору сайта, который мой заместитель по факту, поскольку я его прикрываю, затребую письменное предписание, не просто по звонку, письменное предписание, мы его повесим на сайте вместо памятки. Значит, через 2 часа, в 11 ночи, пришло предписание, мы его повесили на сайт, убрав памятку. Но поскольку в предписании все написано, практически дублирует памятку. Нам же главное людей предупредить. Да? Тем более, что все остальное на сайте осталось, все обсуждения, все мнения, все новости, все осталось. Но вот как работать в этих условиях, когда в 11 часов, значит, ночи, да, в 11 часов ночи тебя поднимает и так далее. Да? Вот истории такие. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, работать стало сложнее, ты не знаешь, что ты делаешь неправильно с точки зрения закона. Вот реально ты не знаешь, что вот это нарушение. Если раньше мы понимали, где нарушение, да, то теперь мы его не понимаем. Теперь все может быть нарушением. То есть законы и поправки принимаются таким образом, что они очень размыты. Они такого избирательного действия. Тебя могут обвинить в экстремизме, если ты даешь транскрипт вот этого нашего солдата, который лежит в госпитале в Киеве из «Новой газеты», но при этом там крики вице-спикера Государственной Думы, танки на Киев, они не являются экстремизмом. То есть танки на Киев можно кричать или нельзя? Вы мне расскажите, тогда кричать тоже может будут, но мне не рассказывают про это. Это вторая история, да. Третья история, мы понимаем, что идет полная зачистка медиапространства по выборам 2017 года.
Мы это видим по изменению редакционной политики у некоторых наших коллег, по изменению собственников, по переговорам, которые ведутся с оставшимися средствами, с акционерами оставшихся средств массовой информации, по давлению на рекламодателей, да, то есть есть некая зачистка. Вот, собственно говоря, но с другой стороны, тогда надо менять профессию. Если не можешь работать, уйди из профессии, это правда. И там понятно, что когда там уровень давления будет чрезвычайно тяжелый, и придется выбирать, то понятно, что я свою репутацию разменивать там на цензуру не буду, грубо говоря. Вот выйдет в пятницу мое большое интервью в Московском комсомольце, я надеюсь, которое лежит уже 10 дней, никак не может что-то у них там пройти, где я рассказываю историю с интервью Навальным, с первым интервью после того, как ему разрешили давать интервью. Значит, просто крик, шум, вой, мы же анонс, мы же собираем вопрос. Мы едем туда, берем интервью, на обратной дороге, вот как раз с Лесей брали интервью, на обратной дороге мы знаем, если выйдет интервью, все, ты уволен. Просто ты уволен просто. Дальше, вот мы едем в машине, у нас в руках вот микрофон с интервью. Дальше мне надо принимать решение. С одной стороны интервью Навального, с другой стороны я уволен. Понятно, что дело не во мне, если я уволен, никто станцию не удержит, потому что я могу противостоять, а мои заместители, этому учиться надо противостоять, их просто обманут. Значит, мы с Лесей обсуждаем, что делать. Она человек практичный, у меня первый вопрос: у вас заграничный паспорт с собой? Я говорю, нет, я говорю, у меня с собой. Я говорю, пока разворачивать не будем. Да? Мы звоним моему заместителю одному, другому Бунтману, я все рассказываю в интервью, поэтому вам просто чуть раньше рассказываю. Бунтману и Варфломею, говорю, ребята, значит, мы объявили интервью на 8, да, на 8? На 8. Мы сейчас подъезжаем, сейчас 6 ставим сразу. Вот просто сразу. А я решу, что я делаю. А вы просто... Интервью должно выйти. Все. Все. Ты уволен, ты не уволен, все. Не уволен. Ответа нет. Но в принципе, вы понимаете, сам факт интервью разрешенного, да, разрешенный, уже суд разрешил, уже все, судья разрешил Навальному давать интервью. Нельзя. То есть нет правил. История в этом, нет правил. Поэтому я думаю, что дальше будет только ухудшаться ситуация. Потому что одно дело, когда мы рассказываем про псковских десантников погибших, и тогда там действительно доходит до руководства страны. А другое дело, когда какой-нибудь мелкий чиновник где-нибудь в Туле прижимает «Эхо Москвы» за то, что «Эхо Москвы» рассказала о том, как зампрокурора Тулы праздновал свой день рождения в Черногории. Даже не в Италии. Понимаете, да? И вот нельзя. Почему нельзя? Потому что государственный служащий. Это как там покушение на чего? Вот нет правил. И я думаю, что эта история будет усиливаться. И еще раз повторю свою мысль, что телевидение пока выиграло в интернете. Во-первых, Кремль запустил огромное количество троллей в интернет. Там повысит историю. А во-вторых, телевидение выиграло. И, наверное, еще что можно сказать. Есть общий синдром. Украинский казус поднял уровень агрессии у всех. Вообще у всех. У власти, понятно, но и у лидеров оппозиции. Но и на бытовом уровне люди общаются абсолютно безобразно. Уровень агрессии, скажем, на нашем сайте, просто пользователи, просто люди, которые раньше были адекватны, даже не про Крым, даже не про Украину, вообще уровень агрессии, заболели все. И вот эта нетерпимость, которая она обнаружилась, да, и которая была выявлена нашими конфликтами и внутриредакционными, которые иногда выплескиваются наружу, о чем вы знаете, и, естественно, внешними, с нашими авторами, которые отказываются продолжать сотрудничать с «Эхом Москвы», потому что там публикуется не в том тоне, не то мнение. Но этого никогда не было. Какой у нас был тон, какое у нас было мнение все эти годы. Мне сейчас вспоминают несчастного Шевченко. Несчастный Шевченко на «Эхе Москвы» 10 лет. 10 лет! Зачем ты держишь Шевченко? Я его 10 лет держу. Это не вопрос. Вы его сейчас только нашли? Но это просто люди, вот этот уровень нетерпимости, он как бы сильно разрушает людей, разрушает структуры. Мы это видим по действиям публичных людей. Это тоже проблема, и я не знаю, как ее лечить. Я ее точно лечить не могу. Только говорить одно: «Эхо» — это площадка для дискуссий. Алексей Анатольевич — это площадка для дискуссий. Владимир Владимирович — это площадка для дискуссий. Михаил Михайлович — это площадка, вы знаете, так, бубню.
Это площадка для дискуссии. Пока я главный редактор, так останется. Потом посмотрим. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Я время от времени летаю домой в Казань и общаюсь со своим бывшим руководителем, стареньким профессором, так же, как вы, мы пьем чай с коллегами. И на все разговоры о сумасшедшем принтере, негативных процессах он всегда отвечает, что я пережил столько разных придурков, а жизнь все равно становится лучше. Вот в этом контексте, как вы следующие несколько лет, десятилетий, вы скорее оптимист или пессимист, как Шендерович? Знаете, на этот случай есть такая, знаете, вот сейчас нажму кнопку и воспроизведу файл. Да, как я думаю о будущем, мы все умрем, или почти все. Вот и все. А если говорить о стране, то я думаю, что вокруг 2018 года будет некий перелом. Там сходится несколько точек. Там сходится точка, когда экономическая история, видимо, может, если все так будет продолжаться, достигнуть значительно критического уровня, как говорят все и правительственные, и антиправительственные, и недоправительственные экономисты. Там мы попадаем в цикл, где Владимир Владимирович, как я понимаю, выдвигается, и это вызовет такую же реакцию части населения, как в 2012 году, с учетом экономической зоны. Экономической истории у нас торжествует и то, что мы говорим мало, потому что это что-то непонятное, это духовный скреп, у нас торжествует реально мракобесие. Мракобесие стало государственной политикой. Не потому, что у нас Мединский мракобес. Завтра там придет президент Навальный, и Мединский будет вполне себе либерал, если останется министром. Но дело в том, что население требует мракобесия, единомыслия сейчас. И это будет усиливаться. Да? Соответственно, отъезд будет людей, которые не хотят с этим мириться, больше не могут в этом жить, увеличиваться. Да? То есть мы будем иметь системный кризис. Кроме того, существует вполне, мало об этом говорят, вполне реальное возрождение национализма в регионах. Не регионального национализма, а национализма в регионах, это я сказал правильно. Существует чеченский синдром как пример для других президентов других территорий. Есть еще такой факт. То есть есть некое накопление кризисных отдельных историй, которые могут сойтись в точке. И точка это будет вокруг 18, после выборов, за год до выборов, через год после выборов, но все показывает, что системно эта история вот такая. Поэтому не без содрогания. Не без содрогания. Очень резкий подъем вот этих бритоголовых, которые сейчас оказались... Ведь раньше Путин и его правительство худо-бедно вело с ними войну. Особенно под давлением как раз Казани, да, Поволжья. Сейчас эти люди, это не те нашисты, которые использовал Сурков, эти люди используются для решения, для борьбы с инакомыслящими. Ну, в истории в Магадане. Она там очевидная, но она такая вот, извините, мелкая. Но в принципе, собственно, нашисты под это создавались Сурковым. Да? Они создавались под то, чтобы не полиция, не милиция разгоняла протестующих, а граждане возмущенные, дружинники. Но нашисты были за деньги и трусливые. Поэтому сейчас, видимо, принято решение, что вы используете идейных. А эти бритоголовые, они вполне себе идейные. Я не скажу использовать, я неправильно сказал, манипулировать ими. Манипулировать ими. Ну, посмотрите сами, у нас кто сейчас главный правительственный пропагандист? Лимонов. А нацболы это реально, вот эти 300 человек, это реально боевой отряд. Чтобы вы понимали, я был на Майдане в день, когда стреляли. Я был, слава богу, не на Майдане, а был в гостинице над Майданом. Да? И я видел сверху, что всю эту цепь Беркута прорывало 300 человек. И это реально были люди, это были боевые дружины. Правый сектор, левый сектор, были боевые дружины, экипированные, с цепями намотанными вот так, с опознавательными знаками. Да? Это были вот 300 человек, не больше, которые прорывали Беркут туда, к администрации. Вот таких 300 лимоновцев собрать можно в Москве. А можно собрать 300 наших правых, я имею в виду правого сектора, Ворна какого-нибудь, да, с этими знаками, да. Можно еще кого-то собрать. Вот эта угроза улицы другой, правой улицы, вот этих самых СА, штурмовиков, да, она реально существует. Я повторяю, те угрозы, которые получают мои журналисты, вы, наверное, знаете, что сейчас я одну журналистку эвакуировал просто из страны. Сам хожу, в общем, не один, скажем так, мягко. Не только чеченский синдром. Есть идиоты, которых легко натравить.
все они инфильтрованы, как бы понятно кем, да? И это угроза. Это угроза, которая может привести к столкновениям на улице, а дальше власть это столкновение будет использовать. Как мне кажется. Но это в истории было так просто. Вот. Был бы я на месте Владимира Владимировича, я бы давно это использовал. И у нас последний вопрос. Вот от дамы. Я уверена, мы все очень надеемся на эхо и хотим, чтобы все было благополучно. Поэтому я хочу, чтобы вы могли бы объяснить вот скандал, который возбуждается вокруг радиостанции, что основатель Корзун ушел, уважаемые люди, как Акунин, Малгин и так далее. Это все-таки тоже угроза, и угроза не от государства, но какая-то внутренняя угроза. Могли бы объяснить? Да, конечно. Одновременно с этими процессами идут процессы, скажем, глобальные. Например, что первично? Вот мой спор с Корзуном, да, он не по поводу, вот вы очень деликатно не назвали Лесю, которая сидит перед вами, вот. Но ведь это же не про нее спор. Спор о другом. Или мы сохраняем свою базовую аудиторию, или мы сохраняем свой базовый принцип. А базовый принцип – это площадка для дискуссии. Значит, Корзун настаивал на том, что мы должны сохранить свою базовую аудиторию. Интеллигентную, демократическую, либеральную. Это мой с ним там долгочасовой разговор. Он мне говорил, ты предаешь аудиторию, ты позволяешь критиковать оппозицию вот в таких выражениях, которые находятся под давлением. Ты должен понимать, я говорю, я ничего не должен понимать, я должен понимать одно. В стране не осталось площадок по сущностным вопросам. Просто не осталось. И эхо это площадка, и принцип изложил Сергей Корзун. Ты и я хранитель этих принципов. Я друид, да, я окаменелый друид. Да? Ты мне предлагаешь отказаться от них, но сохранить часть лояльной аудитории. Я не хочу. Ну, баллотируйся против меня на выборах главного редактора. Это очень важный принципиальный спор. Я говорю, чем мы будем отличаться от второго канала? Они свою аудиторию окучивают, да? Не пуская оппонентов. А я буду свою аудиторию окучивать, не пуская оппонентов. И вот ты что, хочешь, чтобы я был Соловьев? Я не готов. Давай объявим выборы, давай я подам в отставку, мы выйдем к журналистам и вот. Нет. Что касается Бориса Акунина, я чрезвычайно сожалею и предпринимаю все усилия. Еще раз извиняюсь перед ним в московском комсомольце, который выйдет, я надеюсь, да? Уже извинялся, еще буду извиняться. Но при этом я хочу вам сказать, что свобода слова на эхе важнее, чем мои собственные амбиции. Скажу вам честнее, чем моя собственная репутация. И как правильно написал, по-моему, Виталий Портников, эхо это не репутация, эхо это возможность. Он очень точно сказал. Я никогда не буду там правым, левым. Я ведь не хожу на выборы с момента, когда я был избран главным редактором. Я считаю неправильно главному редактору, да, демонстрировать свои политические пристрастия. Просто. И когда, вы знаете, Владимир Владимирович предложил мне быть доверенным лицом своим, я отказался, это мне дорого стоило, чтобы вы понимаете, это же все публично. Вы же понимаете, что это не без последствий. Но это та же самая история. Это тот же самый скандал вокруг эха, только с другой стороны. Поэтому у меня нет других ответов для вас. Я понимаю, что вы можете быть недовольны, что там мои журналисты, вот Леся в частности, критикуют оппозицию, делают это с выражениями, которые... Я сам хулиган, поэтому я как бы приветствую эту историю. А что у нас господин Шендерович не хулиганит в эфире? А что у нас господин Пархоменко не хулиганит в эфире? Можно сравнить культурный уровень и осведомленность, и профессионализм мелкого ничтожества. Вы сейчас будете извиняться. Я не буду. Вот именно, вот вы сейчас и продемонстрировали тех самых людей качества, которые вот так себе позволяют. Вы хотите, чтобы я это допускал? Нет. Нет, ни секундочки не будет. У нас был еще один вопрос. Я на секундочку отвечу. Я отвечу. Одну секундочку, я отвечу. Еще раз. Вы можете кого угодно считать мелким ничтожеством. Я могу вас считать мелким ничтожеством. Это, вот именно. Здоровье это не прибавляет ни вам, ни мне. Но это ничего не меняет по базовым принципам. Потому что и среди оппозиции есть мелкие ничтожества. И моя осведомленность про это значительно выше, чем ваша.
И если я сейчас начну рассказывать про господина Касьянова, вы отсюда не уйдете вообще. Да я с удовольствием послушаю. Да, я хорошо. Но ведь есть еще и профессионализм, Совершенно и верно. объективные качества. Совершенно верно. И поэтому я хочу вам напомнить, как говорил государь-император Павел Петрович, мой любимый государь-император. Он говорил, в этой стране дворянин тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю, профессионализм, да, объявляется главным редактором, а не слушателями. И тем более не людьми, которые приходят как гости. Люди приходят в гости и требуют заменить хозяев. Это что такое? Это воспитание чье? Это демагогия. Это не демагогия, это факт. Совершенно верно. Так вот эти люди будут ходить к Соловьеву тогда. Да. Никогда ни один человек не посмеет мне потребовать от меня заменить журналиста. Господин Пушков 7 лет тому назад потребовал заменить ему журналиста. Я заменил господина Пушкова, больше его на эхе нет. Это принцип. Это я решаю. Это главный редактор решает. Да? Это все равно, что, повторяю, вот дайте мне журналиста поудобнее. Дайте, вы знаете, я как-то с ним не могу. Да, ты можешь это попросить. Нет, так не говорят, таких политиков нет. Но я вам могу сказать, что если бы у вас здесь политик публично потребовал заменить журналиста, в чью программу он должен прийти, он бы перестал быть политиком. Ему бы журналисты его в смерть бы разделали. Об этом бы рассказали все. Просто никогда в жизни. Вот и все. Давайте у нас самый последний. Вы делаете? Да, просто, да. Канал «Дождь» исчез с сайта Москвы. Эхо Москвы. Я не понял вашего вопроса. Канал «Дождь» исчез с сайта Эхо. Канал «Дождь» не должен быть на сайте «Эхо Москвы». Раньше он был сбоку всегда. Значит, баннеры они покупали, это реклама. Значит, купят, поставим. Никаких, слушайте, мы же бизнесмены, пусть денежки платят. На моей любимой теме мы закончим.